Всем привет! Мы очередной раз посетили Трикай музей. Сегодня мы решили продолжить видео и рассказать о своих впечатлениях. И вообще, что там есть.
делать? Еще наши лица. Всем привет! Мы очередной раз посетили Трикай музей. Сегодня мы решили продолжить видео и рассказать о своих впечатлениях об этом музее. И вообще, что там есть. Так получилось, что мы каждый год там бываем, и каждый год там что-то меняют. В этот раз они добавили AR, дополненную реальность. То есть теперь это не просто картинки, 3D-картинки. Если вы скачаете приложение, это можно сделать прямо в Трикай музее. Там есть бесплатный Wi-Fi. И если вы наведете камеру этого приложения на картинку, на большинство картинок, по крайней мере, там это все начинает оживать. В общем, очень круто. Помимо этого они добавили VR, виртуальную реальность. Правда, за эту зону нужно платить отдельно, сколько, 30 тысяч на 2 человека, и ходите по всем аттракционам, которые там есть, VR-аттракционам. Ребятам понравилось. Ну да. Да. Там есть девушка, Став, да. да, которая говорит на русском языке, русскоговорящая девушка, и она поможет вам. Билет на Трикай музей и Айс музей, ледяной музей, потому что там есть музей льда, на 2017 год это стоит 18 тысяч, а детям 12 тысяч. Но у этого музея есть группа ВКонтакте, где вы можете скачать купон на 35% скидку на посещение этого музея. Также, если вы приходите в музей и не знали ни про скидки, ни про что, вам сотрудники музея предлагают скачать это приложение AR. И если вы про них скачиваете, показываете им, что скачали, вам дается скидка 3000 вон. И вместо 18 тысяч вы будете платить 15 тысяч за вход. Если вдруг у вас нет купона. Если нет купона, да. Купон на 4 человека. И также там есть музей любви. Ох. Не ходите туда с детьми. Ну, детей туда не пустят. Там от детей туда не пустят, лет, да. Ну, даже там с родственниками лучше не ходите. С мамой, с папой лучше туда не ходить. Нет, маму, папу можно отдельно отправить. Да, а сами отдельно. Сами отдельно. Вот парочками, наверное, можно. Там дают очки у входа для девушек и для парней, которые вы можете одеть и в них фотографироваться, чтобы не светить лицом. Ну, для корейцев это, чтобы такие интимные фотографии не светились. Да, впечатление. Как тебе музей? Ты уже там не первый раз. Я уже как домой. Это уже традиция. На самом деле 3D, само по себе 3D очень интересно и необычно. У меня приезжали которые родственники, знакомые. Им это удивительно, когда вот так все столько собрано картин, да, несколько залов. И даже просто 3D без дополненной реальности уже было интересно и необычно. А с дополненной реальностью это просто круто. Круто. Но для тех, кто смотрит это в телефон там или в iPad или все, потому что очень странно, когда ты заходишь и кто-то что-то скачет, делает какой-то экшен, и ты не понимаешь, что там происходит, но все радуются, улыбаются, да. То есть одно дело ты замер на фоне картины, а другое ты пытаешься там что-то показать. Делать, да. И были люди, которые, видимо, которым не сказали, что есть приложение, и они там ходили и не знали вообще, что происходит, они просто фотографировались и уходили. Я помню, Лида даже подошла там к ребятам иностранцам. Просветила. Да, они такие перед закрытием. И что было интересно, они вместо того, чтобы сами в этой картинке быть, они просто вау, круто, и просто смотрят, как оно все это движется. Вместо того, чтобы заходить. А у них уже времени не было. Ну да, уже перед закрытием. Да, музей, еще у них айс-музей, и все. В музее, в айс-музее очень холодно. Оно вроде бы кажется, что... Да, но когда ты заходишь, там кондиционеры включены, и это тебя все продувает. Это очень холодно. Летом там дают такие плащики, которые не помогают особо. А зимой свои вещи. Там есть локеры, камеры хранения. Да, 500 вон, 500 вон, по-моему, они стоят. И там можно оставить свои вещи. Но если пойдете в музей льда, то берите с собой вообще что-то теплое. Вообще в Корее всегда нужно с собой кофту теплую носить на случай кондиционеров включенных. Это на заметку. Очень много народу туда приезжает, автобусами привозят туристов из Китая, из других стран, но не переживайте, все очень вежливые и все ждут, когда закончат люди свою съемку, двинут дальше, переходят дальше, и никто не будет лезть, вам торопить, мешать или еще что-то. Очень приятная атмосфера. Еще что я слышала от людей, которые уже были в таких музеях, потому что на самом деле этих музеев уже очень много. Что необычного,
Это вот именно AR, дополненная реальность. Вот это уже круто, это как анимированное все. Я как человек, побывавший во всех 3 музеях, в Лав-музее AR не будет, не ждите. Да. Да, но Ну и в Вайс-музее, ледяном ну, тоже. Вайс-музее, там не успеешь заснять все это. Ну, это просто холодно. Вот. А так? Must visit. Да? Must? Must. На самом деле, первый раз мне так себе. То есть фотографии прикольные получились, да? Ну, мне кажется, так себе. А У нас вот в с России, по-моему, добавлением нету AR такого. есть. Есть музей Галилео, да. Да? Галилео в разных городах, причем я слышала. Да? Да, в комментариях Хорошо. под видео. Да? Ну, Вот этих замечательно. все ссылки на эти предыдущие видео будут в описании под видео. Я думаю, нужно отдельный плейлист На ссылке, да? на эти видео делать с Трикай музея. И вся дополнительная информация будет также в описании под видео. Как добраться, ссылки на сайт, На ВКонтакте. да, купоны. на группу ВКонтакте. Все, что необходимо, будет там. Минусы. Минусы? Просто каждую неделю не надо заходить. Да, если вы турист, то лучше ходить в будни. В будни днем там наверняка очень мало народу, только Да, иностранцы. да. Потому что в выходные много людей. Меньше людей в выходные после 5 вечера. Согласна. На этом все. Всем спасибо за внимание. Да, большое спасибо. Посещайте музей, интересные места. Да, если будете в Сеуле, то рекомендуем этот музей, если хотите. Вот прям очень прикольные фотографии. Да. Все, на этом все. Пока-пока. Опять мы это сделали, да? Сашка, скучно. Пошли. Блин! А, не записывалась? М-м.